Привет, изба. Ой, наконец-то. Так, ну и чё, как тут без меня изба поживала? Ага, кто-то был. Вода была полная. Сейчас посмотрим книгу записи. Вот так видно, что без ночевки просто кто-то был. У меня что-то синяк появился. И это, как сказать, действующий синяк. Вот там осы. Они мне в прошлый раз не давали спать. Они еще только начинали тогда строить. Вылазит оса. Посмотреть, кто... Опа, это я зря. Как она меня не ужалила. Я не знаю, она мне сначала и на руку села, потом в волосы полетела. Блин, они обычно сразу жалят. Просто сразу. Я знаю, меня уже жалили не раз. Сейчас капец будет мне. Жесть. Короче, я вышла. Господи, как я испугалась. Я вообще не боюсь ос, но они очень больно жалят. Просто я знаю, как они жалят. Одна мне и на ногу села, и на руку, и к камере подлетела. И вообще они, короче, меня намеревались укусить. Я не знаю, почему они меня не укусили. Я герой нашего времени. Это моя заброска. 2 раза. Каждый раз по 2 мешка. Очень сложно к ним добираться. Очень сложно их потом обратно к избе выносить. Но по-другому здесь никак. Ничего нельзя оставлять в избе. Все сопрут. И вот приходится вот так мучиться. Короче, потратила чуть меньше часа и добыла себе дров. Потому что тот, кто здесь был до этого, просто все спалил. Осталось только несколько чурбанов. Все мелкие дрова, все ветки и много чурбанов кто-то просто тупо сжег. Вот. Я не знаю, что за безрукие люди сюда приходят. Подозреваю, что это мужчины типа. И не могут себе дров добыть. Меньше часа времени ушло на то, чтобы добыть дров вот просто в ближайших вот кустах. Я еще замаялась эти мешки вытаскивать. Из бурелома сначала затащила, потом еле вытащила. Я еще что-то блуданула, круги какие-то сделала. Все буреломы собрала с этими мешками, представляете? Ну, потому что я всегда, когда прячу, я не захожу никогда с одной стороны, потому что тропа образуется тогда, и видно. А так ничего не образуется, даже если где-то трава примялась, она быстро поднимается. И шансов практически нет найти то, что я спрятала. Причем я прячу очень далеко и вообще абсолютно в разных местах. Завела свою малышку. Не стала это все снимать. Вот я, кстати, привезла 1,5 литра бензина. Масло, ну блин, там, надеюсь, мне его хватит. Вот, распилила. Колоть что-то, знаете, не хочу. Это сильно сучковатые эти. Очень прям они сучковатые, пихта. Поэтому решила так вот распилить. И вот эти сразу пильнула быстренько. В общем, осы не уходят. Как я буду спать, я не знаю. Получается, они прям над головой. Конечно, можно в другую сторону лечь, но все равно это очень неприятно. Я уже давно вечерую, у меня костер. Заварила себе покушать. Крем-суп грибной. Вот такие сублиматы я сейчас беру. Вообще прям на них подсела. Вкусные, полезные, легкие, удобные. В общем, и разнообразное питание. Вот.
Доброе утро, земля. Ох, как хорошо спалось. Я вчера пораньше легла, вообще ничего не снимала. Ну, почти кроме ос. С осами я поборолась знатно. Но они, в общем, не возвращались. В принципе, не мешали. Вообще ни одна оса не вернулась. Я еще, знаете, что потом сделала? Побрызгала, у меня есть от клещей брызгалка, я ей побрызгала. Она запах перебивает, и осы, видимо, потеряли вот этот запах свой и перестали прилетать. Вот. Ну что, начинается новый день, и у меня куча дел. Но сначала надо на расслабоне сделать зарядку, позавтракать, птиц послушать, а потом потихоньку приступать делать все дела. Ой. Ой, как же хорошо здесь, как в деревне, только лучше намного, потому что никого вокруг нет. Соседи только медведи. Ой, хорошо. У нас, кстати, уже жара стоит много дней. На солнце до 30, 35 и выше. Ой, вообще у нас в этом году лето прям шпарит. Такой у меня простой, но вкусный завтрак. Второй раз на меня уже садится. Первый раз не успела снять. Прикольная. Я говорю, ну что ты вокруг меня летаешь? Руку подставляю, она садится. А так она боязливая и пыталась на цветке снять. Классно. Пыталась снять на цветке, но улетает. Что-то там у меня проверяется им хоботком. Я прям чувствую ее хоботок. Обрабатывает. И лапки чувствую. Такое хрупкое создание. Красивое. Ну вот все, я вытащила из мешков. Но что-то тут не присутствует, потому что я уже куда-то там... Вот топор, например, да, что-то где-то уже используется. Вот трубы, все для печки. Вот колено 2. Это зонтик. Гвозди, шурупы, какие-то инструменты. Степлер, вот он, кстати, очень тяжелый, но хороший. Какие-то мелочи для личных нужд. Утеплитель огромный, прям большой такой. Здесь негорючая ткань 3 видов, вот в 3 пакетах. Это я буду крышу заделывать. Это типа веника, совок и кочерга для печки. Газ. Это ВДшку я купила. Свечей кучу. Термометр. Это трубу выводить в стену. Такой квадрат с дыркой. Умывальник, вот. Линолеум. Хочу его на лавку постелить, если он подойдет. В общем, что-то еще где-то. Просто вот до этого я кофту приносила, куртку тоже. Вот. Ну и, соответственно, бензин, масло, сама бензопила. В общем, вот такая силачка. За несколько заходов такую кучу всего принести самостоятельно, без всякой поддержки и без всяких там транспортных средств, не считая электрички. Так, первым делом хочу повесить умывальник, потому что это очень нужно.
Замучилась я с этим бутылем. Так, сейчас замерю тут гвоздики, где прибивать. Так. 11. Ну вот. Сейчас водички нальем и проверим. Вчера, кстати, на родник ходила. Не снимала просто. Ага. Протекает. Это минус. Тут для мыла даже есть. Так, ну ладно. Проверим тебя. Все равно хоть вода не так расходуется, как в этом. Ну все. Подтягивать придется каждый раз. Так, условия съемки здесь не очень. Приходится на ширике снимать, может растягивать. В общем, я уже поставила вот так трубы. Вот плохо, что я не нашла прямого колена, ну, под прямым углом. Потому что оно наискосок. Я все перерыла, вот именно такого диаметра. Вообще очень сложно найти даже трубы, не то чтобы колено. И придется вот, ну, наискосок, да, пилить. И главное тут не промахнуться. Вот и окошечко. Там надо подпилить, чтобы ровненько было. Это лучше, наверное, с той стороны сделать. Тут все в опилках, капец. А это пригодится зачем-нибудь, чурбачок. Что ж ты будешь делать, а? В общем, я уже без камеры тут поработала. Камеру бегать туда-сюда ставить не очень. Вот так вот у меня труба встала. Вот сюда вот так выходит. Ну и вот здесь получилось вот так. Близко, конечно, к крыше. Не знаю, то ли еще трубу покупать, то ли, в принципе, здесь тоже базальтовую ткань проложить. И нормально будет. Ну, вот так вот как-то.
Возможно, даже еще трубу купить надо, чтобы выше было. Чтобы искрогаситель был выше. Но это уже надо докупать, короче. Ёлки, эти трубы так дорого стоят. Я уже столько труб купила. Сколько? 5 штук. Одна труба от 700 рублей стоит, представьте. И вот эта штука тоже так же стоит. И колено. Колено, по-моему, еще дороже. Они вообще 1000 с чем-то. Короче, на одни трубы вот эту вот всю конструкцию у меня ушло дофига денег. И надо еще покупать. Ну, сейчас буду пытаться базальтовой тканью все там облепить, обделать. Вот, и не знаю, может быть, даже первый раз затоплю сегодня. Но надо будет следить вот за этой трубой. Потому что слишком близко к крыше. Наверное, придется все-таки трубы еще покупать. Так, ну что, прежде чем что-то серьезное делать, надо тут стружку всю убрать. Надо тут отбить стены. И прежде чем их обить, надо утеплить, потому что там щели есть. Заделать сначала щели, потом заделать тканью не горючей, потом трубу обмотать. Короче, дел еще много. Но сначала надо вот это вот все убрать. Стружку все. Честно сказать, я не думала, что так долго буду с этим возиться. Думаю, сделаю быстренько и все. Тут смотрите. Просто все облеплено теперь стружкой. И даже потолок. И мне это все надо чистить. А это сейчас уйдет дофига времени. Просто на чистку. На уборку вот этого всего. Вот этого всего. Кстати, в прошлый раз я вот этот термометр повешала. Он оказался плохой. Нерабочий. Я другой принесла. О, другое дело. Так, у меня вот такой утеплитель. Я специально покупала его. 2 рулона. Вот сейчас буду сидеть и вот тут вот в этом районе заделывать щели. В некоторых местах, видимо, птицы или бурундуки прям вообще все повытаскивали, такие дыры. Чуть ли рука не пролазит. По-моему, мне даже этого утеплителя будет мало, если, ну, я имею в виду на всю избу. Сейчас-то я не буду всю избу утеплять. Но вообще, в принципе, получается, надо еще покупать. Так, есть у меня вот такая ткань. Она, вот эта ткань выглядит не сильно надежно, как мне кажется. Но я ее пока приделаю. Вот, у меня есть еще базальтовая толстая такая ткань. Я думала ее сюда сделать, но мне сюда много уйдет. Потом я докуплю и переделаю. А пока сделаю такую. Может, она и нормальная, не знаю. Пока не проверишь, не узнаешь. Степлер, он такой, этот тугой. Тут сил столько надо, чтобы им делать что-то. И его надо прижимать к стене. 2 руки надо. Иначе не прибьется. Но это хорошего качества. Так, есть у меня вот такая еще ткань. Я сначала ее обмотаю. Она проверенная, точно не горючая.
Так-то надо туда идти, короче. С той стороны делать удобней будет. В общем, щелей нет. Все герметично. И я надеюсь, безопасно. Но мне кажется, что да. Эта ткань, она вообще не пропускает. Тем более труба выше, где она уже не так сильно нагревается. Может, конечно, не совсем эстетично. Но зато надежно, как мне кажется. Я потом докуплю от этой ткани. И здесь получше заделаю, побольше. Заделаю вот здесь вокруг вот все. Чтобы не было такого. Просто, ну, не хватило. Кстати, я еще у печки подбрызгала ВДшкой этот болт. И чтобы открывалось, закрывалось легче. Сейчас маленько постоит, попробую болт открутить. Ну, те, кто смотрел мои предыдущие фильмы, знают зачем. Что, знаете, уже, по-моему, близко к обеду. А я все с этой печкой вожусь. Я, честно сказать, вообще не думала, что столько времени уйдет у меня. И что я от этого устану, главное. Вообще не думаю. Я думала, быстренько сделаю. Что тут, думаю, пропилить-то кусочек и вставить. А вот оказывается, видите, как трудозатратно и времени много уходит на это. Подогнать все надо правильно. Ой, попытаюсь сейчас болт открутить у печки. Может, еще рано, конечно. Я только не так давно побрызгала. Не хочет никак, зараза такая. Надо так приржаветь-то, а. Короче, ладно. Попробуем, наверное, затопить печку. Первый раз. Только надо за всем следить, так как все равно есть недоделки. Ну, а с болтом будем потом разбираться, либо я с ним не смогу разобраться. Такие дела. Сейчас первый раз загружу печь и, наконец-то, попробуем ее запустить. Дровина вот одна дымит со вчерашнего вечера, со вчерашнего костра. Всю ночь и сейчас, и все дымит. Прикольно, комаров разгоняет, и костер не надо, так как бы жарко, костер не нужен. Хочу немножко вот кольнуть, если получится, тут сучки везде. И так немножко затопить, так как жара, в принципе, же не надо печку. Просто, во-первых, проверить, а во-вторых, изба-то давно не топилась, не протаптывалась. Она вся сырая. Можно, в принципе, затопить, и пускай она там горит, греет, если все нормально, конечно, будет. Опа. О, кстати, у меня же еще арматура тут. Я притащила, не знаю, дойдут ли до нее руки. Хочу над кастрейшн там переделать. О.
Давай, печурка, не подведи. Надеюсь, не зря мучилась столько времени. Так, ну печка пока горит, дыма не видно, но он есть. Это такой, знаете, бывает прозрачный дым. А этот дым это от костра летит. Это не то. Ох, паук. Паучара огромный. Наконец-то, я даже сама в это не верю. Все, печь работает. Сразу прям тепло пошло от нее. Все нормально. Сейчас главное везде следить, смотреть, все ли нормально. Дым вроде нигде не идет. Все хорошо. Вообще я так рада, огонь. Ну тут доработать еще надо, но это все со временем я сделаю. Блин, я такая радостная вообще. Я добилась своего. Я сделала, что я хотела. Я притащила печь. Это было очень тяжело. Зимой по снегу. Кстати, мне несколько человек написали зимой. А чё ж ты притащила печь и не установила ее? Люди, вы как вообще представляете зимой печь без трубы, без всего притащила и как ее установить? Вы видите, сколько нужно времени и доработок и всего купить, чтобы установить печь. И сколько сил и труда. А зимой мороз на улице, холод. Я как буду печь в холоде устанавливать? Ой, вообще. И без всего главное. Ну все, молодец, я рада. Все получилось у меня. Теперь надо передохнуть, уже обед, пообедать. Вот так время быстро летит, понимаете? У вас-то там несколько минут прошло, а у меня тут уже полдня. Причем я встала сегодня рано, еще 8 не было. Вот. Надо пообедать, а потом надо другие дела делать. Мне еще дел вот так, если честно. Кстати, вот этот зонтик, он немного не подходил. Из-за того, что стык был одинаковый абсолютно. Потому что ширина сюда пошла. И тут надо было, чтобы ширина была шире. В итоге я его вот весь, короче, покорежила, но умяла в итоге. И смотрите, уже почернело. Дыма, искры гасятся, я посмотрела. Но все равно, вон, смотрите, уже малина, видите, вон она. Надо смотреть, аккуратно быть. Малину жалко, у нее уже тут ягодки вам пошли. Кстати, печка шпарит как бешеная. Вообще. Я, наверное, потом вот эти еще добавлю и все, и больше не буду, потому что здесь уже очень жарко стало. Вот. Ну и как бы все равно следить за всем надо, аккуратно быть. Первый раз все-таки мало ли что. Самое главное, думаю, что без меня ее никто не затопил, потому что здесь недоработки и нужно доделывать. Все, тут я как кот салом с этой печкой бегаю, надо покушать все-таки. Блин, тут такая красивая заросшая крыша. Но нет, я решила... Ой, здравствуйте, люди, я здесь. Я решила, что это опасно, надо немножко все-таки кусты подстричь. Жалко, но что делать? Опасно. Так, ну что тут у нас? Кочерга новенькая. Угу. Сейчас я одну полежку подкину. И, наверное, хватит на это. Надеюсь, совок с кочергой не упрут. Да и вообще и печку второй раз не упрут. А если печку упрут, все. А вот, кстати, и дымок с трубы.
Теперь, видать, видно стало. Печь работает, я в это поверить не могу. Сердце избы. Для этой избы, конечно, печка большая. Но другое я не нашла. Я 2 года не могла печь добыть. Это что, капец. Как задумаешься над этим. Сколько я промучилась и сколько я прошла, какой путь, чтобы сюда вот эту вот печь установить. Сижу и радуюсь. Вообще. Как в бане тут сижу, а мне радостно, сижу на печку, смотрю. Главное, чтобы ничего не подвело нигде. И главное, чтобы никто не пришел и печь эту без меня не затопил, потому что, ну, недоработки есть. Ай, ну наконец-то я такая довольная, могу сесть и покушать. Время 3-й час. Я уже очень проголодалась, я что-то устала с этой печкой, я никак не думала провозиться с ней полдня. И теперь я довольная, печь трещит там в избе, дымок идет. Вообще, все огонь. У меня на обед такой быстрый супчик, который можно подогреть просто с грибами. Соевые штучки, червячки какие-то китайские и помидорка. Это весь мой обед. Ну, может, я еще попью с парой конфеток чаек. Вот так вот заросшая крыша у избы. И она всегда такая летом. И ничего у нее не прорастает насквозь. Все растет поверхностно. Так что те, кто мне писали, что на тенте прорастет малина корнями в тент, это не должно случиться. Потому что вот она каждый год здесь растет, а с крышей все в порядке. Она не промокает, малина в нее не прорастает. Она корни пускает в стороны. Прорываюсь по крыше по своей. По пояс в малине. Вот. Взяла степлеры, скобы. Опа! Опа! Залезла на крышу. Буду сейчас тент причпокивать. Как бы мне не свалиться, блин, вместе с крышей. Оазис пока жив. Но вот рябинку можно тоже отсюда пересадить, потому что рябинка на крыше, это, конечно, это целое дерево. Это ж не малина. Но деревья я в этот раз пересаживать точно не буду. Это, скорее всего, по осени лучше делать. Сейчас пусть пока растут. Мне сейчас не до деревьев совсем. Я тут с крышей буду часа, не знаю сколько, часа 2, наверное, чпокать. Потому что это, представляете, всю крышу. Ну, я в середине-то не буду, а вот по краям. Это сверху надо пройтись. И еще потом снизу бока завернутые тоже надо пройтись. Это долго. Долго и нудно. А я еще такая поела, расслабилась. Что-то такая лень пришла. Блин, так вообще сложно себя было заставить идти, что-то делать. Думаю, ну кто ж, если не я. Сама работа не сделается.
Селенок не хватает. Когда наверху делаешь, это капец как сложно. Очень тугой вот этот. Короче, у меня была коробочка 1000 скоб. Осталось вот где-то 300 штук. Представляете, сколько раз мне пришлось нажать ручку это сегодня? 700 раз. Только бы не навернуться. У меня еще нога не зажила после прошлого похода. Я же с этим суппортом хожу. Суппорт-бандаж под носками, просто не видно. У меня же растяжение связки, и до сих пор нога болит. Я лечусь по назначению доктора. Все как доктор прописал. В общем, хожу с бандажом на ноге. А скоро следующий поход в Бергаке. Там категорийный сложный поход. Надо, чтобы нога восстановилась. А я восстанавливаю, так называется. Все, я молодец. Мусор тут лежит сжечь. Самолеты разлетались. Алина же снимает, как всегда. Конечно, надо самолету пролететь. Это прям фишка такая. Конструкция по беловороне. Это я сама придумала. Купить арматуру и вот так сделать. Сейчас я еще там тоже примотаю, но не будет двигаться. Здесь. О. Ну вот, как я вам придумала. Цепь можно двигать. Можно крючки на любую длину вешать. Вот видите, такая цепь. У меня руки, посмотрите, рабочие. И вот такие крючки. Вот, их можно на любую длину. Вот так вот. Раз. И над костром регулировать, смотря в зависимости какой костер. Маленький, не маленький. Если маленький, дохленький, пониже можно повесить. Или котелочек маленький, например, да. Можно просто вот так повесить все. И все, сюда чайник. Или вот тут эти. Ну, короче, вот так регулировать. У меня еще вот такая штучка есть. Я сейчас тоже прицеплю либо на цепь, либо просто сюда. Как временный вариант.
Придумала пока так. Потому что я знаю, как это на раз-два можно глаз выткнуть. А так, когда такие штуки черные торчат, их сразу, во-первых, видно, а если даже и не увидишь, то мягко откнешься, ничего не будет. Такие рожки получились. Рожки. И там тоже сделала. Так, принесла я сюда линолеум. Хочу лавку вот эту покрыть. Но он уже. Я думаю, укоротить лавку. Ну, в смысле, уже сделать. Немножко совсем. Печка уже давно прогорела. Я уже открыла дверку, но она щупленькая такая. И попыталась болт открутить, пока он горячий был. Не откручивается никак. Ни горячий, ни с ВДшкой. Побрызгала еще раз ВДшкой более тщательно. Подожду, посмотрю. Если не открутится, то не судьба, значит, мне вот эту штуку туда сделать. Значит, надо другую делать. Так, что я вообще сюда залезла? Линолеум. Там, короче, лавку что-то жалко мне стало пилить. Она такая широкая, хорошая доска. Я ее даже прибивать не прибиваю, потому что мало ли, вдруг она куда понадобится. Поэтому я решила линолеум сюда постелить. Но перед этим я отрезала кусок, потому что по лавке мерила. И зря я это сделала. Ну ладно. Будет так, как будет. Вот. Пока тоже так постелю, не буду ни прибивать, ни привинчивать. Шатается, правда, все везде. Тут, конечно, очень много доработок надо делать. По идее, вот если бы я занялась этой избой конкретно прям, я бы тут вообще все переделала. Но так как сюда люди ходят и пользуются, и будут дальше ходить и пользоваться, это понятно. Никто это не прекратит. Я сделаю только самое необходимое для этой избы. Не буду я тут лежак перестраивать, можно было бы. Там столик, не знаю, может сделаю, может нет, откидной. Где-нибудь здесь. Ну и то подумаю над этим. Если сделаю, то ясно, что не в этот раз. Это еще непонятно, когда будет. Вот, можно было здесь что-то переделать, здесь что-то полочки какие-то. Но я не знаю, буду ли я этим заниматься. Вот. Ну, что сделаю, то сделаю. Я так уже считаю, что я много сделала для этой избы. И вложилась хорошо в нее. Вот, такие дела. Что-то я вроде возилась весь день. Полдня сначала с печкой, потом полдня с этим тентом. Ой, ну какие-то мелкие дела, там умывальник повесила, костровище, эту штуку эту сделала. С линолеум с этим провозилась. И уже вечер, уже все, я уставшая. Уже ничего не хочу делать, да и, наверное, не буду. Вот, хотела сегодня еще бензой немного попилить, но, скорее всего, завтра у меня еще день, и завтра буду пилить бензой. А сегодня уже все, буду отдыхать, вечеровать. Устала я. Вот так у меня уютно стало. Я уже убралась тут, подмела. И уже расстелила, так как в избе более-менее тепло. Сейчас свечи зажгу и закрою ее, чтобы не отсыревало ничего. Вот. Ну все, уже вообще по-домашнему. Я опилки решила, кстати, не убирать специально. Пусть они как дренаж будут, короче. Вот так можно
прям конкретно провалиться. Вот. Тут получается камни, видимо. А может деревья. Вот тут камень точно. Тут, по-моему, дерево упавшее. И там яма прям глубокая. А я еще больной ногой провалилась. Вот. Вот такая ямина. А вот так вот идешь, кажется, тишь да благодать, что не идти. А потом раз и провалился. В общем, я такая умная, Маня крышку забыла. Либо ее где-то потеряла по дороге. Ой, Алина, блин, 100 рублей убытка. Не Алина, а 100 рублей убытка. В нашим временам, наверное, уже 1010 убытка, а не 100 рублей. Обожаю воду из родника. Она причем везде разная. Тут вообще такая вкусная. Сорву-ка я еще смородины листья. Можно у тебя маленько смородинка листиков взять? Большие смородинки, да. Черемши. Водичка. Ой, спасибо, тайга, кормишь. А я крышку нашла в дебрях. Представляете, какой шанс был ее найти? Каша рисовая с овощами. Огурчик свежий. Лук. Тунец. Черемша. И зефирка еще ждет. И чаек со смородиной. Смородина запаренная. О, все. Зефирочка готова. Такая красивая. Ай. Чай со смородиной, зефирка. Время 9 вечера. Птицы поют, солнце, но уже заходит. Светло. Как же я люблю лето. Зимой уже в 5 вечера темно. Ой, хорошо, когда потрудишься, наешься и потом вот наслаждаешься всем вот этим блаженством. Чаек попиваешь.
Класс. Похоже, у меня шило в жопе. Не знаете, как его вытащить? В общем, гоняю тут за дровами уже. Вторую принесла дровину. Сейчас, наверное, я их попилю. Дров не слишком много, но мне бы как бы сегодня на вечер хватило, а завтра я хочу поискать, попилить. Но вот шило не дает сидеть, вроде устала. Не, сиди да сиди у костра. Мне что-то понесло меня куда-то. Шарится в 10 часу вечера. Вот, кстати, при жизни пихта мягкая, приятная такая, пушистая, в отличие от ели. Но когда она сухая, мертвая, она капец какая колючая. Вот где ветки, стволы, такие прям мелкие ветки торчат везде, и они сильно прям колятся. И она сильно сучковатая, ее колоть капец как плохо. Вот такая пихта. О, ну вот теперь можно и посидеть. Теперь моя душенька спокойна. Дровишками запаслась немного. Ой. Как же хорошо, 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 как же хорошо. Так, мне еще ноженьку надо полечить. Ой, что-то у меня тут стружка аж в штанах, ё-моё. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Я всегда ложусь с краю и спокойно засыпаю. Так, вот он мой бандажик. Суппорт-бандажик. Так, давай отстегивайся. Блин, я вся в стружке. Ой, мне, честно говоря, нога так устает от него за день. Так. Сказал батрак. Кстати, у меня нога была опухшая в 2 раза шире, чем та, когда я растянула. А сейчас такая уже небольшая шишечка осталась, но нога еще болит, особенно если вдруг неожиданно, вот как я сегодня в яму провалилась или подвернешь. В общем, лучше этого не делать. А это противовоспалительная мазь, она еще и обезболивающая. Врач прописал. Лечусь.
Хоть и места мало, но хочу снять обстановочку. А мне даже нравится, что тут опилки валяются. Тут как бы почти подсохло все, и они так еще приклеились, спрессовались, и такой пол стал опилочный. Моя бензочка любимая стоит. Инструментики мои. Ждут утра. Родные спать уже легли. Так, это что, я уже стихами, что ли, заговорила? Ой, как уютно стало. Печка прям стоит. Это капец шикарно. Просто, ну, тут, конечно, мой штатив. Так вот, издалека не могу снять, но вот так. Тут догорает, а тут свечка что-то быстро как-то потухла, хотя я целую поставила. Такие свечки не очень. Вот я уже убеждаюсь который раз, что вот эти свечи самые классные, толстые. Они очень долго горят. Надо было таких побольше закупать. А от тех толку нет от обычных. Наверное, я там не влезаю. Но, короче, когда включаешь камеру со вспышкой, со встроенной вспышкой, то на ширик не поставишь. Такая система. Вот, а если без вспышки на ширик ставишь, то получается слишком темно. Вот. Ой. Классно-то как. Лай-л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 ай. Все, всем спокойной ночи, до утра. Ах. Ногу не могу подгибать под себя. Так непривычно, вот не можешь что ногу подогнуть. Я так люблю ее под себя. Ну, вот так вот, знаете, под себя вот так подогнуть. Я не могу так.